Друзья, всем привет! С вами Алексей Костылев, и это очередной влог на нашем CSGO канале. Буквально 4 дня назад наша команда по дисциплине Counter-Strike Global Offensive вернулась с чемпионата DreamHack, который проходил в городе Йончопинг, где мы заняли первое место, обыграв коллектив Mousesports со счетом 2-0. В этом влоге мы бы хотели вспомнить, как это было, показать те моменты, которые не вошли в предыдущие репортажи, рассказать об игроках, о фанатах, о том, как вообще мы проводили время, как это все происходило, как было сложно. Вы сейчас сами все увидите. Чего я? Для тех, кто еще не видел наш кубок, пожалуйста, обратите внимание, теперь он красуется вот на второй полке. Очень похож на ковбойскую флягу. Вообще очень крутой кубок. Вообще, когда мы играли в финале, мы надеялись, что мы встретимся с командой Gambit. Но, к сожалению, этого не произошло. Но мы успели поговорить с нашим экс-тренером Энди, который сейчас тренирует Gambit, и узнать у него, что он думает о текущем составе и вообще о форме наших игроков, а также о новом игроке электроники. Андрей, скажи, пожалуйста, что ты скажешь про игру Нави против Gambit? Была очень большая напряженка. Вообще, как ты со стороны это все видишь и как тебе форма вот сейчас вот Нави? Я думаю, что после победы сборной на Веск, где было 3 человека, игрока из Нави, сейчас некий эмоциональный подъем, что должно способствовать в ближайшее время, во всяком случае, положительным результатам. Что ты думаешь по поводу электроники? Он влился в состав команды натусовцев? Ты как бывший тренер, что можешь сказать? Тяжело сказать, потому что игра — это одна из составляющих, и на игру в случае Нави именно я бы обращал меньше внимания, поскольку один из факторов очень важных также это состояние психологическое, то есть насколько он влился с этой точки зрения, насколько он хорошо общается вне игры, насколько хорошо в игре, то есть как себя команда с ним чувствует. То есть вот, на мой взгляд, самый главный импакт вот от него именно здесь должен идти. Простоять на ногах целый час. Скоро Новый год, вообще стоять в очередях, я вообще даже не представляю, как это все можно вытерпеть. Но вот Миша Кей за спинами игроков стоит больше нескольких часов. И как он это выдерживает, он вот сейчас с вами поделится. Ну, 3 не так еще тяжело. Вот когда 6, уже потяжелее, там потом ноги не сгибаются. На самом деле мы много сидим. Короче, вообще во время тренировок, в принципе, сидящая работа. Иногда постоять это даже полезно. Далее Simple расскажет вам, как ему важна поддержка на лане, как он настраивает компьютер и как на этом турнире его обманули организаторы по поводу характеристик его же компьютера. Ну, я уже начал использовать стандартный моник, то есть сейчас мне это надо, бэнки я убираю, рестор делаю, то есть обновляю его. Делаю 40 яркость, контрастность и все. Ну а в Steam тут обычно на турнирах дают свои SSD-шки, ты их настраиваешь перед игрой, и все у тебя есть на компе. Но я, например, ставлю герцовку на мониторе, проверяю всегда мышку, потому что я мышку сенсу никогда не меняю, мне надо проверить. И просто надо зайти в Steam, и все. И, ну и разыграться, кому как. Типа мне разыграться минут
5-7, то есть АВП почувствовать на этом компе, потому что в практис-румах компы были намного хуже. А вообще, перед каждым чемпом кидают player guide, то есть рассказывается о компах, какие будут характеристики, моники. И мы заметили, что организаторы нас обманывают. Не такие компы, как написано в player guide. Но все равно компы приятные и... Короче, 5-10 минут, чтобы настроиться и разыграться. Обычно. 15 минут, чтобы разыграться. На самом деле, больше сложно мне, когда нету кабинок, когда ты в наушниках и в капельках. И когда вот ты, например, берешь раунд, включается микрофон, и ты слышишь всех вокруг. Ну и приятно. Ну так сложилось, что всегда у вас много фанатов. Но еще есть такая штука, как много раз проходили, например, я когда-то играл в DreamHack Winter, кстати, здесь, 2014, мы играли с Непами, и там был Макелеле, он прошивал дверь на Дасте 2, и зал орал, то есть все шведы за это, и ты понимаешь, что они знают, что уже у человека там минимум 50 хп, и они получали за счет этого преимущество. А вот эта комната, в которую хотел бы попасть, наверное, ну каждый фанат. И вообще все наши поражения и победы — это ничто, если нас никто не поддерживает. В Швеции мы встретили просто прекрасную фанатку Викторию, которая ездит за нами на все турниры. Сейчас она вам расскажет, почему она так любит Нави. Я, когда начала играть в КС в 2015 году летом, я начала смотреть видосы о командах на ютубе. Первая команда, которая мне очень понравилась, и она была русскоязычная, это была Нави команда. И тогда были влоги с Зевсом, тогда еще в команде был Гардиан и Сизу. Мне очень понравились влоги, я сразу стала автоматически фанаткой Нави, и мне очень понравился черно-желтый цвет. Но я была в этом году уже на 3 турнира, так как я начала в этом году активно ездить на турниры, как свои выпускатели. Я беру, я еду на турнир, чтобы болеть за Нави. Я была в Кельне, Эссел, в Питере, Эпицентр, который был недавно. И сейчас я в Швеции, в Йонкопинге. Вот, кстати, Швеция, город Йонкопинг, в котором и проходил турнир DreamHack, и сейчас Женя Юджин поделится спецификой этого турнира и расскажет об игре с Гамбит. Основная специфика, что на DreamHack киберспорт — это не основная составляющая, то есть здесь масса людей, просто тьма, но все они пришли не за киберспортом. Киберспорт здесь как дополнительная составляющая, приятный бонус для всех тех, кто здесь развлекается. Они хотели получить достойную, долгую, упорную борьбу, игру такую навязать, попробовать свою игру, пощупать их. Она была принципиальная, это правда. Ребята хотели победить. Но, видимо, от того, что очень сильно хотели победить, может быть, слишком были зажаты и поэтому проиграли. Потому что по факту игра складывалась все-таки в нашу пользу, и надо было дожимать и забирать ее. Вот. Но не сложилось, и это основной урок, что не нужно переоценивать и добавлять слишком много важности, а надо играть свою игру, все сложится. Друзья, как видите, победителями, просто победителями DreamHack 2017 стают Натус Винсент! Кубок! Ура! Вот на такой позитивной ноте мы заканчиваем наш репортаж. Как видите, Нави возвращаются на Олимп и дальше больше. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Алексей Костылев. До новых встреч! Thank you very much, guys. All right, congratulations,